начинаем с Alize Gold 499 номера. Первое, мы набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Подхватываем петлю и делаем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем. Следующий ряд. 1 столбик без накида, прибавка. 1 столбик без накида в следующую петлю, прибавка. Раз, и сюда же 2. Так мы повторяем 3 раза. 1 столбик без накида, прибавка, и последний 3 раз. Я проложу ниточку, отметив начало ряда. Следующий ряд у нас 9 прибавок. Раз, прибавка. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8 и 9. Последняя прибавка в третьем ряду. Следующий переходим на 4-й ряд. 2 столбика без накида, прибавка, так 6 раз у нас. Столбик без накида, еще 1 столбик без накида, прибавка. И так до конца ряда у нас получается всего повторений 6. Последний раз. 1, 2, прибавка. Переходим на 5-й ряд. 3 столбика без накида, прибавка. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, прибавка. Так мы повторяем 6 раз. 3 столбика без накида, прибавка. Последнее повторение. 1, 2, 3, прибавка. Раз, и сюда же 2. Переходим на следующий ряд. 6-й. 1 ряд, 30 столбиков без накида. В каждую петлю мы делаем по столбику без накида. Всего в ряду 30 столбиков без накида. Все, провязываем самостоятельно до конца ряда. В ряд переходим на 7-й ряд. 4 столбика без накида, прибавка. Так 6 раз. 1 столбик без накида, 2 столбика без накида, 3 столбика без накида, 4 столбика без накида, прибавка. Раз, и сюда же прибавка. Так мы делаем 6 раз до конца ряда. 8-й ряд. 5 столбиков без накида, прибавка. И так у нас повторяется до конца ряда. В конце ряда мы с вами встречаемся. Вот я провязала 4, 5 столбиков без накида и в следующую прибавка. Повторяем до конца ряда. 4,
5, прибавка. С 9 по 15 ряд, то есть 7 рядов, у нас 42 петли. Каждый ряд у нас повторяется. То есть мы связали с вами вот это вот, у нас ширина нашего желудя, да. Сейчас мы вяжем высоту 7 рядов. Этим же цветом 42 петли в каждом ряду. Вот так получается. Провязали 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас что мы делаем? Нам нужно будет взять уже коричневый оттенок, более темный, да, и мы будем уже провязывать вот эту вот верхнюю часть желудя коричневую. Я подсоединяю коричневый оттенок вот таким образом, то есть спускаю карамельный оттенок и беру коричневый, заканчиваю последний столбик коричневым оттенком. Далее, сейчас нам нужно будет повернуть и вязать в обратную сторону. Те ниточки, которые у нас вот здесь вот идут, я их пока не обрезаю, сейчас я их немножко провяжу с ними вместе, чтобы закрепить их. Итак, смотрите, что мы делаем. Я для себя решила, что я не буду делать подъемную петлю воздушную, да, в ряду. И если вдруг вам сейчас будет сложно без нее, вы можете эту воздушную петлю сделать для удобства. Да? Она никак, в принципе, роль никакой не играет. Мы сейчас будем цепляться только за передние стенки. Задние мы не подхватываем петельки. Мы цепляемся за передние стенки. В первой вот петле цепляем ниточку и провязываем. Подцепили ниточку, одну стеночку, вот так вот выглядит, и провязали столбик. Так, раз. Вот теперь со следующей я буду уже эти ниточки прятать. Подхватила вот эти ниточки, пропустила их прямо вот по нашему полотну, и дальше подхватываю стенку переднюю и провязываю второй столбик без накида. Также поступаю с третьим, четвертым, и последний столбик у нас без накида тут. Дальше я что делаю? Я срезаю, пока не сильно коротко, вот эти концы, чтобы они мне не мешали. И дальше должна быть убавка. Мы пропускаем одну петлю, вяжем в следующий тоже за переднюю стенку. Столбик без накида. Так мы должны повторить 3 раза. 5 столбиков без накида, убавка. Пропуск точнее. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Пропускаю петлю. Это у нас убавка таким образом будет делаться. Так, дальше. И последний раз повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. Пропуск. Разворачиваем вязание. И сейчас будем вязать уже за заднюю стенку. И у нас будет провязываться 4 столбика без накида, пропуск, ну то есть убавка. Не забываем, мы не делаем воздушную петлю, но вяжем вот за заднюю стенку последнего столбика. 1, 2, за заднюю стенку, еще раз повторяю, 3. Там была передняя, сейчас задняя стенка. 4,
пропускаем, делаем столбик. Также 4 столбика за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4. Пропускаем. И последний раз. 1, 2, 3, 4. Пропускаем петлю, последний делаем столбик без накида. Далее разворачиваем вязание, провязываем 3 столбика без накида за переднюю стенку, не за заднюю, а за переднюю. И давайте так вот лучше ниточку, чтобы удобно было. Итак, также мы не забываем, что у нас первый столбик у нас прям рядышком под ниточкой. 2, 3 за переднюю стенку, пропускаем, делаем столбик за переднюю стенку также и повторяем до конца ряда 3 раза. У нас должно в итоге получиться 1, 2, 3. Пропускаем. 1, 2, 3. Пропускаем. Дальше. Теперь у нас 2 столбика за заднюю стенку и пропуск, точнее убавка. 1 за заднюю стенку, 2 за заднюю стенку, пропустили, сделали столбик без накида за заднюю стенку. 1 за заднюю стенку, 2, пропуск, столбик за заднюю стенку. И последний раз 1, 2, пропуск за заднюю стенку. Так, следующий ряд провязываем 1 столбик за переднюю стенку петли и пропуск тоже за переднюю стенку петли. 1, передняя стенка петли, не забывайте, пропуск, столбик без накида, и последний раз 1, пропуск за переднюю стенку петли. Далее последний ряд здесь у нас это 3 пропуска получается, 3 столбика без накида за заднюю стенку петли. То есть мы пропускаем, провязали столбик, пропускаем, провязали столбик за заднюю стенку петли. Вот таким образом у нас вот вышло. Вот эти вот ряды, которые у нас вышли, да, мы сейчас за них будем цепляться и вывязывать желудь вниз уже. Ничего не отрезая, не отрывая. Так, поворачиваемся. И вот наш последний ряд, нам нужно спуститься вниз. Смотрите, самое вот важное здесь штука в чем? Что у нас должен быть тут не впритык. Мы сейчас должны зацепиться за вот этот ряд нижний, да? Не прям вот у края, а отступить 1. Почему? Потому что нам нужно место для пришивания с фермуаром. А вот здесь, поэтому мы отступаем. Так, подключусь поближе, чтобы вы видели. Не обращайте внимание на мои пальцы, очень сильно сохнут. Так, еще раз, вот у нас последний ряд. Вот сейчас по вот этому нижнему, а их у нас сколько? Считаем, 1 у нас карамельный, вот ряд такой, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот за 6 получается мы сейчас будем цепляться. Мы что делаем? Еще раз говорю, что мы вот эту ниточку не берем, а берем вот вторую. Подхватились,
пропустили через нее сразу в эту петлю, которая последняя у нас была. Сейчас вяжем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. 4 воздушных петли. Далее берем, вот мы подцеплялись к предпоследней ниточке, сейчас вот к этой следующей, и делаем соединительный столбик. Сделали. Далее опять набираем 4 воздушных петли. 2, 3, 4. Подсоединяемся к следующей и делаем соединительный столбик. Дальше 4 воздушных петли, последний в этом ряду. 2, 3, 4. И к следующей подсоединяемся ниточки. Вот, у нас тут осталась одна последняя. Она нам нужна для того, чтобы пришить к фермуару. Дальше спускаемся вниз на, получается, 5-й, да, ряд. Вот этот вот, которым у нас остался. Вот эта стенка у нас осталась. Итак, мы в первую, прямо вот в край мы не присоединяемся. Присоединяемся чуть дальше, то есть ко второй ниточке. И здесь такое бывает, что, допустим, вот в первом ряду всегда 3 петельки выходят, а вот в следующих рядах по-разному. Ну, бывает у меня, допустим, 5, бывает 4. Вот в этом случае сейчас посмотрим, сколько у меня получится. Ну, пропустили, еще раз говорю, одну петлю здесь, вот тут, и присоединились к следующей. Разворачиваемся, набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И подсоединяемся к следующей соединительным столбиком. Делаем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Подсоединяемся к следующему. Это уже у меня 2 петельки. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель. Шестую я делать не буду, наверное, да. Пусть это вот останется, вот видно даже вот эта петля чуть больше. Дальше я подсоединяюсь, вот эту вот ниточку я пропускаю, полустенку, да, вот эту, и подсоединяюсь ко второй, тоже соединительным столбиком. Вот так. Дальше подсоединилась, разворачиваю вязание и опять набираю 4 воздушных петли. 2, 3, 4. Присоединяюсь уже к следующей полупетле. Полупетли. К следующей стенке. 2, 3 и 4. 1, 2, 3, 4. 3. 3 петельки. 1, 2, 3, 4. 4 петельки вышло. Не пропуская ни одну стеночку, провязываем, присоединяемся соединительным столбиком. 2, 3, 4. Так, забыла сколько раз. 2, 3, 4, 5. 5 петелек. Шесть петелек. Так, 7 петелек. Давайте посмотрим у края, сколько у нас осталось петелек. Вот, можно еще одну сделать и все, и закончить. 1, 2, 3, 4. Так, следующий ряд пропускаем, подхватываем петлю, разворачиваемся, и таким же образом мы делаем петельки. Уже их тут будет больше.
10-11 петель вот здесь должно быть. Также оставляете вот здесь вот стеночку. Вот. Я, наверное, отключусь, подойду вот к этой стенке и тогда подключусь. Так, я провязала, смотрите, у меня я что-то сделала тут поближе петельку, вот чуть-чуть осталось у меня у края, видите? Так, дальше также отступаем одну петельку, присоединяемся ко второй, сделаем соединительный столбик, провязываем 4 и так далее до конца. Должно примерно получиться 14-15 петелек. Кстати, у меня вот здесь в итоге получилось 11, по-моему, петелек. Вот в этом предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, 11. Тут должно быть где-то 14-15 петелек в предпоследнем. Вот этом предпоследнем ряду. Давайте встретимся, и я уже скажу, сколько у меня вышло. Так, в этом предпоследнем ряду у меня получилось 14 петелек. Оставила вот так вот 2 все-таки. И дальше вниз я, смотрите, вот у нас коричневое соединение. Одну петельку пропускаю, в следующую, вот светлый оттенок, присоединяюсь. Также соединительный столбиком. 1, 2, 3, 4 и все, и также заканчиваем мы не доходя одну петельку, вот, и у нас должно получиться около 18 петелек. Я сейчас пройду, потом скажу, сколько у меня петелек получилось. У меня получилось 17 петелек, и смотрите, нам нужно сейчас будет сделать, ну, где-то можно вот, в принципе, за вот эту петлю, но нежелательно, наверное, вот за стенку, вот за эту ниточку подсоединиться, сделать соединительный столбик. Зачем? Чтобы перейти на вот эту часть и вязать уже за заднюю стенку столбики без накида и делать вторую сторону желудя. Можно, конечно, без вот этого соединительного столбика оторвать ниточку и присоединиться новенькой. Я же ленюсь, и это никак не влияет на пришивание фермуара, поэтому можно сделать так. То есть мы вот присоединили, сделали соединительный столбик с краем вот этого ряда, и дальше мы берем первую вот эту вот петельку и за заднюю стеночку мы делаем столбик без накида. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3, 4, 5. Дальше мы делаем убавку, пропуская 1 столбик без накида провязываем. И так мы повторяем 3 раза до конца ряда. 1 столбик за заднюю стенку, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся через столбик, делаем убавочку таким образом. 1, 2, 3, 4, 5 и пропускаем одну петлю, у нас осталась одна петелька. Делаем столбик. Далее также поворачиваем, и нам ничего уже здесь, ниточки никакие не нужно закреплять. Также делаем следующий ряд, только уже не за заднюю стенку, а за переднюю хватаемся стенку. Не забываем, что мы воздушную подъемную петлю не делаем, поэтому мы цепляемся сразу же после вот петельки. Если вам, еще раз повторяюсь, неудобно так, тогда делайте воздушную петлю и удобно подцепляться. Итак, в следующем ряду 4 столбика без накида за переднюю стенку петли и пропуск 1. 1, 2, 3, 4. И пропускаю также следующий столбик после пропуска у нас за переднюю стенку петли. Так, у нас 3 раза мы повторяем. 1, 2, 3, 4 за заднюю стенку петли.
пропускаем, делаем столбик и до конца ряда 1, 2, 3, 4, пропустили, сделали столбик без накида. Следующий ряд, переходим на следующий ряд. Уже за заднюю стенку петли, и у нас 3 столбика без накида, пропуск. 1, 2, 3, 3, и пропускаем одну петлю заднюю, да, вот за заднюю стенку мы вяжем, пропускаем и в следующий делаем столбик без накида. Еще 2 раза повторить. 1, 2, 3, пропуск. И еще 1, 2, 3, пропуск. Разворачиваемся, провязываем 2 столбика за переднюю стенку петли, 1, 2, и пропускаем. Один, 2, пропустили одну стеночку, хватаемся за следующую, и 1, 2, пропустили, подхватились. Следующий столбик у нас 1 столбик за заднюю стенку петли, пропуск за заднюю стенку петли, 1, пропустили, еще провязали, 1 и пропустили. Дальше, последний ряд получается 3 пропуска у нас. Пропустили, провязали за переднюю стенку, пропустили, провязали за переднюю стенку, и последний раз пропустили, провязали за переднюю стеночку. Все, мы почти на финишной прямой. Нам осталось вернуться обратно и сделать то же самое, что вот с этой стороны. Как красиво выходит, объемно, и уже наш желудь почти готов наполовину. Да? У нас оформлена коричневая стеночка. Итак, так же, как и в прошлый раз, только мы уже идем в обратную, в другую сторону. Мы что делаем? Разворачиваем вязание. Так, смотрим. У нас вот в этом ряду у нас получается 3 петельки. Одну мы пропускаем ниточку в стеночку, подхватываемся, делаем соединительный столбик, 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Следующий подсоединились, сделали соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. Присоединились 2 петельки и 3 петельку. 1, 2, 3, 4, последняя петелька. Далее разворачиваемся, пропускаем одну стенку, подсоединяемся ко второй. Так, в следующем ряду 5-6 у нас петелек должно быть. 1, 2, 3, 4. Это одна петелька. Вторая петелька. Третья петелька.
4-я петелька, 5-я петелька. В следующий ряд переходим. Пропускаем петельку, подсоединяемся и провязываем следующий ряд. У нас должно быть 7-8 петелек. Встречаемся в конце. Я скажу, сколько у меня получилось. У меня получилось 8 петелек. Дальше спускаемся вниз, пропускаем одну петлю, подхватываем петельку и делаем соединительный столбик. Таким же образом проходим до конца ряда, и у нас должно быть 10-11 петелек. У кого как получится. То есть тут, в принципе, ничего страшного, если больше или меньше, но главное, чтобы был отступ от края. Еще раз повторяюсь, это важно для пришивания фермуара. Все, встречаемся в конце ряда. У меня получилось 11 петелек. Далее переходим на следующий, предпоследний у нас ряд. Делаю соединительный столбик с этим следующим рядом, предпоследним. И провязываем таким же образом 14-15 петелек. Встречаемся в конце ряда. В предпоследнем ряду у меня было 14 петелек. И спускаемся на последний ряд. У меня, наверное, будет вот так. 2 стенки остаются. Я вот за эту подсоединюсь. Так, между... Вот так. Подсоединяемся и провязываем около 18 петелек последнего ряда. Встречаемся в конце. В ряду у меня получилось 17 петелек. Может быть, у вас 18, может быть 16, ничего страшного. Главное, чтобы вот здесь вот было у нас не сильно большое пространство, да, между двумя частями. И тут у нас тоже не сильно большое. Итак, давайте сейчас что мы делаем. Смотрите, вот эту ниточку мы сейчас... Нам нужно ниточки оставить для пришивания. Сильно длинную не будем оставлять, потому что иначе замучаемся. Вот, я ее вытянула из петли и оставила эту ниточку для пришивания. Мы будем пришивать ей фермуар этой же ниточкой. Смотрите, некоторые боятся, что эта ниточка порвется, да, в ходе ношения, там, использования этого фермуарчика. Но я прошиваю несколько раз, поэтому я уверена, что никуда не денется эта нитка. Если вы не уверены, вы прячете эту ниточку там внутри, да, делаете узелок, отрезаете и берете эту ниточку, которую вы точно знаете, что она у вас не оторвется. Так, дальше. Что у нас тут внутри? Вот эта ниточку, которую мы с вами прятали, да, в ряд, мы ее срезаем. Я еще, бывает, знаете, проклеиваю прям маленькой капелькой клея момента гель, секундный клей. Прям чуть-чуть капаю и вот приклею, чтобы это точно никуда не делось. Дальше. Давайте сделаем это. Если сейчас клей возьму. Я беру прям капельку, сюда капаю клея. И все, и вот эту вот часть приклеиваю к полотну. Теперь она точно никуда не денется, и не видно этого хвостика. Видите, как хорошо приклеилась. Так, дальше. Вот эта ниточка, которая у нас здесь была, мы отмечали ей начало ряда. Мы ее прячем внутрь. Берем крючок, и эту ниточку прячем внутрь. И внутри я ее вдоль ряда, можно также поступить и клеем, подклеить. Вставляю в иголочку и прохожу вот здесь вот, пряча в ряды. Вот таким образом. Все, я ее продела, отрезаю кончик. Вот такая заготовка желудя у нас получилась.
Я надеюсь, вы справились. И встретимся в следующем видео, где будем пришивать фермуар к этому желудю.